Этот канал уже сжег $8000 и даже не думает окупаться. Автор однажды исчез с Ютуба почти на 10 лет. А сейчас его голосом говорят нейросети на языках, на которых сам он не говорит. Привет, с вами Нао, и это все про меня. Но о себе я тут никогда толком не рассказывал. А тем временем ролики становились качественнее, вас становилось все больше, и в комментариях я стал видеть столько ожиданий и надежд, что молчать дальше уже как-то нечестно. Так что сегодня я наконец-то расскажу вам о себе и о том, как создавались и куда развиваются проекты NaoCraft Lab, чтобы вы лучше понимали, куда попали и чего ждать от меня в будущем. Это скорее подкаст, чем ролик, так что смело ставьте на фон и погнали знакомиться. Начну с самого начала. Я родился в 90-е, в маленьком городке в России. Жили мы небогато, в 3 семьи в одном доме. Еще тогда начали проявляться мои наклонности. До определенного возраста я разбирал все, что попадало мне в руки. Как-то бабушка упаковала меня в коляску, чтобы пойти готовить еду. Слышит, я кричу: «Бабушка, сломал!» Приходит, а я снял бортики с коляски. Особенно меня увлекала электроника. В 3 года родители не могли усадить меня, чтобы постричь, не дав на растерзание кассетный магнитофон, на котором я увлеченно тыкал во все кнопки. Но в какой-то момент эта тяга трансформировалась в желание собирать. Я делал фонарик из лампочки от гирлянды, батареек и проводов, вентилятор из моторчика от машинки. А еще в моей жизни появилась лего. Не так, как сейчас, наборами с инструкцией, а в виде пакета разрозненных деталей, принесенных откуда-то с рынка. Я днями залипал, собирая из него все, что угодно, от простых домиков до космолетов. Компьютер появился лишь в 8 классе, и первые мои игры на нем — это Half-Life 2, Need for Speed Most Wanted и Герои 5. Нормального интернета у меня не было до самого университета, хотя впервые я его увидел еще в школе, в виде вапа на кнопочном мобильном телефоне. Тогда как раз набирал популярность мессенджер ICQ, и был мобильный клиент на Java ME, который можно было собирать под себя на веб-сайтах с разными темами оформления, звуками и смайликами. Я тогда понял, что JAR — это просто обычный архив, и стал делать сборки для друзей у себя на компьютере из всех кастомизаций, которые смог скачать. Можно считать, что это было моим первым соприкосновением с языком, на котором я уже многие годы пишу код. Но тогда я еще ничего не осознавал. Как понимаете, софт для компа и другой контент добывался тогда на дисках или из рук в руки. Я копил деньги, которые давали мне на еду родители, и раз в пару недель покупал очередной диск с софтом или играми. А потом еще по несколько раз возвращал его, говоря, что он не работает, и беря другой. Я невероятное количество времени проводил за компом, ковыряясь в винде и всем добытом софте и играх. В старшей школе я узнал про аниме и стал завсегдатаем местного аниме-клуба. Его основателями были системные администраторы, которые качали все у себя на работе и раз в неделю собирались в центре города в кафе, чтобы обменяться жесткими дисками с добычей. Когда я присоединился, число участников уже было гораздо шире, и были DVD-диски, которыми мы обменивались и переписывали. Общались мы исключительно по никнеймам. Тогда-то я и обрел свой ник — Нао, потому что мне очень понравилось аниме Фури-Кури. Тут стоит вернуться к учебе. Учился я плохо, но за тройки меня не ругали. Первые 4 класса я практически пропустил, постоянно валяясь с ангиной и температурой 40. Когда мне сделали операцию, удалив гланды и аденоиды, я стал болеть реже. Но учеба шла невероятно тяжело. И когда после 9 класса началось распределение по профилям обучения, кстати, в том году зародился Майнкрафт, я очень хотел в экономический, потому что не знал, кем хочу стать, а там было меньше запарных предметов. Но родители настояли на физико-математическом. Они-то видели мои наклонности, которые я тогда еще не анализировал. И хоть в то время программистом в моем городе называли того, кто настраивает принтер, они уже понимали, что мне нужно куда-то туда. А ближе к 11 классу стало понятно, что я попадаю в первую волну единого государственного экзамена в своем регионе. И с такой учебой просто прогорю. Тогда мои родные просто невероятными усилиями нашли мне репетиторов по русскому языку, математике, физике и информатике. И практически год работали только на них, чтобы меня дотянули до нормального уровня. Тут-то я и познакомился с программированием, которого в моей школе не было. И могу ответить на вопрос от Чао Генка. Что стало для тебя толчком в изучении программирования? Толчком стал пендель от родителей. Моим по-настоящему первым языком стал Паскаль. Учил ему меня преподаватель из местного вуза. Он с самого начала смог заложить основу программирования и работы с информацией, которых нет сейчас и не было тогда у большинства самоучек, что позволило мне легко переходить между языками в дальнейшем и лучше понимать, что я делаю. Здесь я отвечу на один из вопросов от Алекс Стормбринер.
Если начинать изучать программирование, то с какого языка и как стоит начать? На мой взгляд, это совершенно не важно. Важнее заложить основы, понять, как компьютер обрабатывает то, что ему сказали, что такое информация, типы данных, булева алгебра и логика, а дальше идти к парадигмам в виде процедурного, объектно-ориентированного и функционального программирования. Использовать для такого можно практически любой язык. Сейчас я бы посоветовал Python, как простой для входа, но мощный и глубокий вариант. Ну а результатом всего этого стало то, что я хорошо сдал экзамены и поступил на бюджет на факультет компьютерных наук в университете соседнего региона. С этого же началась моя сепарация от родителей, ведь я переехал в другой город и начал жить в общежитии. Мне было очень важно не вылететь из университета, ведь я не хотел, чтобы моим родным снова пришлось меня тянуть. А я видел, как им было тяжело, особенно в 90-е и нулевые. И весь первый курс я работал на зачетку. Во втором семестре один из одногруппников в перерыве между парами показывал всем игру на своем ноутбуке. Это был Майнкрафт. Скорее всего, актуальной тогда версии 1.1. И когда я это увидел, понял, что для меня назад дороги не будет. Потому я принял решение ни в коем случае его не скачивать, чтобы не продолбать всю учебу. Так я закончил первый курс. По результатам экзаменов от моей группы в 30 человек осталось чуть больше половины. Но на летних каникулах, пока я гостил у родителей, мой младший двоюродный брат притащил откуда-то не просто Майнкрафт, а сборку модов. Там точно были Industrial и Wildcraft. На тот момент уже вышло 1.2.5, но скорее всего в этой сборке использовалась версия 1.1, и меня засосало. Я проиграл все лето. Вернувшись в университетскую общагу, где был интернет, я углубился еще дальше. Обнаружил Майнкрафт форум с модами, первую Майнкрафт Вики и начал лучше разбираться в игре. Я знал все крафты и механики наизусть. Читал через переводчик гайды с зарубежных вики о модах. Делал свои первые переводы на русский язык, чтобы мои сборки выглядели органичнее. Собирал текстуры под все моды, которые у меня были. Начал играть на серверах. Здесь пора ответить на вопрос от Иккос. Кем ты был до Ютуба? Я был студентом, начинающим программистом и увлеченным игроком в Майнкрафт. Важный нюанс, что с видеоконтентом я познакомился даже чуть раньше университета. Смотрел у девушки плюс 100-500 во ВКонтакте, на первом курсе Мэдисона и Нефёдова, а также This is хорошо, уже на Ютубе. И в какой-то момент на одном из серверов, где я играл, проходил конкурс видеообзоров этого сервера. Я решил снять свой первый ролик и выложил его на этот канал 5 июля 2013 года. Тогда была актуальна версия 1.6.1. В конкурсе я победил. Правда, уже даже не помню, что было наградой. Но тот ролик еще не начало канала. Начать я решил лишь через 3,5 месяца после него. YouTube я уже тогда смотрел очень много. Следил за становлением блогерства как такового. И контентный голод в русскоязычном сегменте ощущался гораздо острее, чем сейчас. Я не питал надежд на известность и популярность. У меня уже была цель – стать программистом и зарабатывать любимой работой. Потому на YouTube я решил запустить цикл гайдов по созданию сборок, ведь в целостном виде этой информации тогда еще не было. 14 октября 2013 года вышла первая серия Minecraft for You. Потом еще одна, потом еще и еще. Я успел запустить ответвление в виде рубрики «Мод плюс конфиг», записал даже пару летсплеев в свободное время. Все это до сих пор доступно в списке роликов на моем канале. Но еще до всего этого, в начале 3-го курса, я уже пытался устроиться на стажировку программистом. Тогда помимо Паскаля и C++, в моем арсенале обосновался C#. И я успешно прошел все этапы собеседования, кроме одного требования – 18 часов в неделю присутствия в офисе. Лично мне это не казалось проблемой, но бородатые дядьки, которые меня нанимали, сказали: лучше учись, пока можешь, а потом приходи. И так как Майнкрафт поглощал мою жизнь целиком, а переход с C# на Java был максимально простым, я его совершил, чтобы написать свой первый мод. А видео о нем стало последним, выпущенным в первую итерацию активности канала. Это было 17 августа 2014 года. Канал просуществовал лишь 10 месяцев. Что же случилось потом? Скоро расскажу. А пока подведу черту под вопросом от NoName. Какое прошлое у твоего канала? В прошлом это был исключительно канал с гайдами по созданию сборок для Java Майнкрафта. И закончился он не от того, что я выгорел или мне надоело. В августе 2014 года, перед 4-м курсом, я устроился на свою первую работу Java-программистом. И, взвесив перспективы параллельно писать диплом и осваиваться во впервые обретенной профессии, я понял, что канал просто не потяну. Ведь оба направления были критичными для моей дальнейшей судьбы, в то время как делиться опытом об игре было хобби. Работа пошла хорошо, хоть и была специфической, так как я работал с большими данными.
что в те времена стояло в стороне от остальных сфер разработки программного обеспечения. В университете я появлялся только для сдачи основных и промежуточных экзаменов, так что без кучи хвостов не обошлось. Но с горем пополам диплом защитил. А так как стабильная работа уже была, умудрился взять шкаф площадью в 19 квадратных метров в ипотеку. Так что снимать квартиру или возвращаться в родной город мне уже не пришлось. И я еще больше погружался в профессию. Где-то за 1,5 года работы мне стало уже слишком легко и скучновато. Да, сфера больших данных бурно росла. Но мне хотелось более разнообразных задач, и я решил податься в классическую enterprise-разработку. С тех пор и по сей день на работе я пишу серверные приложения для крупного бизнеса. По пути, кстати, сменив Java на Kotlin, на котором пишу впрод уже года 4 или 5. За более чем 10 лет карьеры я успел разобраться в работе практически всех ролей, необходимых для производства программного обеспечения. Причем эти годы я могу явно разделить пополам, так как в первую половину я работал в аутсорс-компаниях, где упор в основном на технические навыки, а потом перешел в продуктовую разработку, непосредственно внутри бизнеса, для которого пишу код. И это совсем другая история. Ведь там огромную часть работы составляет понимание, зачем и почему ты это делаешь. Твой заказчик сидит перед тобой, а его работа происходит практически у тебя на глазах. И ты уже не просто наемный кодер, ты часть этого бизнеса, и чем лучше ты понимаешь процесс, тем на более раннем этапе можешь внести изменения, которые предотвратят будущие проблемы или что-то улучшат. В общем, несмотря на то, что я не какой-то супер гениальный разработчик и наверняка не пройду интервью в большинство современных IT-гигантов, мое желание разбираться в том, что делаю, и отсутствие предрассудков перед любым профилем работы многократно вознаграждались в течение моей карьеры. Я обожаю свою работу и ни дня не жалел, что все пути привели меня к ней. Так что на вопросы, кем ты работаешь и как зарабатываешь на жизнь от ноунейм и чао-генка, я, кажется, исчерпывающе ответил. А на вопрос, в какую сферу следует стремиться начинающему разработчику, который задал Алекс Стормбринер, отвечу так. Я не могу этого знать. Это зависит от множества твоих и только твоих факторов. Если нет острой необходимости зарабатывать здесь и сейчас, ты можешь начать с того, чем пользуешься сам. Любишь мобильные приложения? Пиши их. Нравятся игры? Учись делать игры. Но если деньги уже нужны, то будет гораздо сложнее. Ведь наверняка придется начать далеко не с того, что тебе нравится самому. А значит, обучение пойдет тяжелее. Смотри по вакансиям в твоем регионе. Однако я скажу так. Сама суть написания кода — это объяснение тупому исполнителю того, что ему потребуется делать. И это придется уметь и любить в любой из сфер, которую бы ты ни выбрал. На этом хватит о работе. Вернемся к Майнкрафту. Заморозка канала не означала, что я перестал играть. Я продолжал это делать и после того, как устроился на работу. В основном это была 1.7.10, потому что изменения боевой системы мне тогда очень не понравились, да и моды переезжали медленно. Так что я оставался в эпохе 1.7 очень долгое время. Но постепенно карьера и личная жизнь вытеснили игры окончательно. Когда начала набирать популярность 1.12, я возвращался поиграть в порты любимых модов. Однако, тогда она еще до конца не окрепла, и многих любимых проектов не хватало. Это сейчас многие смотрят на 1.12.2 как на целую эпоху в моддинге. Но в моменте ее величие росло очень медленно. Последний Towncraft целиком я, кажется, даже не прошел, а он так и не покинул стадию беты. Как раз, кстати, Амогус задал связанный вопрос. Как относишься к старым сборкам на 1.12.2? Прекрасно отношусь. Огромное количество модов той эпохи было заброшено. И хоть сейчас многие из них портированы сообществом на новые версии, но возможность поиграть ровно в тех условиях, на которые опиралось видение автора оригинальной работы, это замечательно. А проект Clean Room, позволяющий подтянуть технический стэк 1.12.2 до актуального состояния, делает игру еще приятнее. После 1.12.2 я долгое время вообще не играл. Менял работы, переезжал, путешествовал. В общем, занимался своей жизнью. Но когда началась пандемия коронавируса, ореол обитания сузился до размеров съемной квартиры. И тогда игры снова вернулись в мою жизнь. С друзьями мы начали вместе выживать на Рилме. Тогда как раз началось обновление пещеры скал, и мы залетели в 1.17, позднее обновившись до 1.18. Тогда случилось мое первое касание с новой реальностью мод-сцены. Основных загрузчиков стало 2, и Фабрик прекрасно подошел для моей клиентской сборки, которую я использовал на Рилме. Ну а с февраля 2022 снова стало не до игр. А в феврале 2024 у меня умерла бабушка, у которой я гостил каждое лето, и которая, как и все мои близкие, внесла огромный вклад в мое воспитание, а также не раз помогала мне и моим родителям. И это первый уход близкого человека, который я пережил в сознательном возрасте. На тот момент я уже был вымотан бесконечной борьбой, с валящимися со всех сторон проблемами. А после этого грустного события мне хотелось хоть как-то переключиться. Я вернулся в Майнкрафт, пошерстил ванила-версии и глобальные моды, которые были мне интересны, и остановился на Terraformacraft, которую я успел зацепить еще на 1.7.10.
А тут она была на 1.20.1. Правда, без переведенной вики и внутриигровых гайдов. С английским языком я хоть и работаю каждый день, как программист, но я не общаюсь на нем. И загружать голову во время игры попытками разобраться с кучей неспецифичных в моей области терминов мне совсем не хотелось. Так я начал делать перевод полевого справочника Terraform на русский язык для себя самого при помощи нейросетей. Тут стоит сразу ответить на вопрос от Чуйка 616. Почему и насколько тебя интересует TFC? А также, какой контент ты мог бы делать по нему на канале. Оговорюсь для тех, кто не знаком с данным модом, это глобальная переделка всего Майнкрафта под реалистичное выживание, где вы начинаете буквально с каменного века и доходите до первых примитивных машин и автоматизации. И мне это безумно нравится. По многим причинам. Во-первых, это очень медитативный процесс игры. Тоже сельское хозяйство привязано ко временам года. Во-вторых, очень красивый мир, который хочется исследовать. В-третьих, качественно выполненные механики, хоть местами и отстающие от современных аналогов, например, кулинария Farmer's Delight сделана круче, но та же геологическая разведка и металлургия очень крутые, который делает из Майнкрафта симулятор реального мира. Мне до сих пор смешно, когда кто-то Майну предъявляет за нереалистичность, ведь его действия и не происходят в нашей вселенной. Единственное, что роднит его с реальностью, это то, что небо сверху, а земля снизу. А если хочется симулятор в кубическом сеттинге, добро пожаловать в TFC. Возвращаясь к вопросу о контенте, я не планирую запускать циклы гайдов или летсплеи по данному моду и по какому-либо еще. Я слишком мало играю, чтобы учить кого-то это делать. Максимум, что будет, это обзоры крупных обновлений и, может быть, разбор каких-то историй из разработки, если они случатся. Продолжу историю. Получив полный перевод TFC, я продолжил играть. Но внутри зудела мысль, которая часто меня преследует. Если это полезно мне, то может полезно и другим людям. Так я решил оформить свой перевод в ресурс-пак и заодно познакомился с процессом публикации на CourseForge и Modrind, а также залез в репозиторий мода, пытаясь разобраться, как устроены их механизмы локализации, чтобы перевод вошел в официальные билды. И мне захотелось поделиться этим проектом с сообществом, чтобы найти заинтересованных как в самом переводе для игры, так и в его разработке. И я снова записал ролик на YouTube. Я думал, буду понемножку делиться процессом развития перевода и, может, какими-то еще проектами. Чисто в фоновом режиме, как хобби. Но меня, как всегда, засосало. И я уже больше 2 лет исследую проекты сообщества и технологии вокруг Java Майнкрафта. Делюсь с вами своими находками, а вы делитесь со мной, за что я очень благодарен. Как и с момента создания канала, я концентрируюсь на темах, интересных мне самому, в тех форматах и с такой глубиной погружения, которых мне не хватает на YouTube. Это и обзоры модов, разборы технических изменений игры и инструментов разработки для нее, анализ статистики мод-сцены, гайды, мои собственные небольшие проекты, в рамках которых я на практике изучаю современные инструменты разработки контента для майна. Я далеко не лучший ни в одном из направлений, которые освещаю на канале, и уже давно не скилловый игрок. Но у меня есть живой интерес к сообществу, которое создает контент для Майнкрафта, и самому этому контенту, а также к технической части. Поэтому каждый ролик — это исследование того, что меня больше всего заинтересовало. И часто это погружение с нуля до чуть более глубокого уровня, чем тот, до которого, на мой взгляд, доходит большинство роликов на русскоязычном YouTube. Это совершенно контрпродуктивный подход с точки зрения набора аудитории. Но у меня и не стоит цели охватить массы. Я хочу лишь дотянуться до каждого зрителя с интересами, похожими на мои. И, судя по вашим комментариям, со второй частью плана получается прекрасно. Ведь вы каждый раз дополняете мои ролики кучей интересных фактов, до которых я не добрался. Подкидываете еще больше классных проектов и тем, которые я с удовольствием изучаю, даже если они не идут в следующий ролик. А если вы из тех, с кем я ожесточенно спорил в комментариях, знайте, это не значит, что я не дорожу вашим мнением. Просто каждый вывод в моих сценариях — это то, что я действительно думаю и к чему пришел при изучении освещаемого проекта или темы, что в эпоху победившей коммерции на YouTube может выглядеть непривычно. Считайте, что закусились с коллегой по интересам, а не с ютубером. Особенно внимательные зрители напомнят мне мои же слова, что площадки стали похожи на Google Play, где классные проекты тонут среди кучи непримечательных, и что моя цель — находить такие проекты среди актуальных и поддерживаемых и подсвечивать вам. Да, я действительно этого хочу, но пора признать, что с имеющимся количеством времени мой канал не получит тех охватов, которые могли бы внести ощутимый вклад в заметность какого-нибудь мода или датапака. Конечно, я стараюсь сделать так, чтобы мои ролики было приятно смотреть. Это важно, чтобы зацепить не только тех, кому уже интересны мои темы, но и тех, кто о своем интересе еще не догадывается. Еще я делаю дубляж на другие языки, чтобы видеть еще больше точек зрения на сказанное мной в роликах, а также привлекать авторов, что уже неоднократно случалось, и вы могли
могли пообщаться с создателем проекта прямо у меня в комментариях. Чао Генка, кстати, спрашивал про звуковые дорожки. Да, я делаю их сам при помощи клона моего голоса и нейросетей. И если в первые мои попытки англоязычные зрители писали, что это слоп, в последних роликах пишут, что распознали озвучку, лишь зайдя в комментарии. Я уже рассказал вам про все прошлое и настоящее. Время поговорить о будущем. Сразу скажу, я не знаю, куда заведет меня мое хобби, но я точно не намерен его забрасывать. По крайней мере, по причинам, зависящим от меня самого. Ролики точно будут выходить, а бот точно будет развиваться. Ведь он доступен вам всегда, независимо от того, болею ли я или что-то еще случилось, что не дает мне уделить время хобби. Так что ждите еще больше информационных источников и полезных инструментов в нем в будущем. А остальное расскажу, отвечая на ваши вопросы. Чао Генка спрашивает, помогает ли мне канал и творчество в заработке на жизнь? Совершенно нет. И скажу больше, он тратит мною заработанное. На данный момент я в минусе на $8000. Кто-то охренеет от такой цифры и спросит, на что пошли все эти деньги. В основном они пошли на инструменты и продвижение. Все это можно было сделать и бесплатно, будь у меня больше свободного времени. Будет ли когда-нибудь телеграм-канал? Спрашивает Иккас. Скорее всего, нет, потому что я просто не вывожу модерацию сообществ. Тот же Discord-сервер я окончательно отдал комьюнити, а канал без комментариев — это то же самое, что и мой бот. В бота я планирую добавить рассылку собственных постов для тех, кому они интересны, и поддержку реакций, если получится. Валдан спрашивает, планирую ли я разработать сайт для канала и сервера. Планирую в будущем, и уже даже застолбил домен. Но это скорее будет статический лендинг со всеми моими проектами для оптимизации их поиска и индексации нейронками. А когда я доделаю третью итерацию своей системы сбора статистики до состояния, когда она корректно работает со всеми типами контента для майна, то там появятся и статистические отчеты. Джек Джонсон интересуется, дружу ли я с Гринсурсом и планируем ли мы коллаборации. Да, мы знакомы и поддерживаем связь, насколько это позволяет свободное время. Он, наверное, первый, кто позвал меня коллабить. Это было в рамках ежегодного новогоднего поздравления от русскоязычных майнкрафтеров. И я с удовольствием принимаю участие в его проектах, если он зовет и графики совпадают. В копилку вопросов о коллаборациях Михасик-Карасик спрашивает, собираюсь ли я коллабить с крупными ютуберами, вроде Неркина, и отмечает уникальность моего контента. Во-первых, спасибо за столь высокую оценку. Во-вторых, я бы и рад, но, кажется, столь крупным блогерам, зарабатывающим Майнкрафтом, коллабы со мной нафиг не нужны. Это попросту неэффективно и будет скорее благотворительностью в мою сторону, чем взаимовыгодным сотрудничеством. Но я всегда рад поучаствовать в роликах тех, кого смотрю. Если, конечно, коллаба не требует присутствия где-то в определенное время. Там с моим графиком вообще без шансов. И, собственно, поэтому я сам коллаборации обычно не инициирую, потому что либо занимаюсь роликом прямо здесь и сейчас, либо мне не до того. Валдан, зараза, спойлерит вам мои секретные разработки вопросом. Насколько твой лаунчер готов к паблик-тесту? Не готов. Паблик-теста не будет. Сотрите себе память. А если серьезно, у меня правда есть свой лаунчер. Это мой первый вейп-кодинг проект. И не будь у меня нейронок, я бы его не начинал. В его рамках я глубже исследую устройство лаунчеров, загрузчиков, площадок и сервисов Mojang. А также возвращаю работоспособность абсолютно всех старых версий игры на macOS без эмуляции архитектуры x86. Уже сейчас он умеет запускать игру в демо, офлайн и лицензионном режимах. Сам скачивает и настраивает Java от Mojang и поддерживает практически все существующие загрузчики модов из коробки. Всю добытую при его разработке информацию я планирую использовать в будущих роликах, но публичного релиза вам правда не стоит ждать, потому что одно дело вайп-кодить хреновину под себя, другое дело тестировать на куче версий разных ОС и отлаживать надежную безопасную публикацию и обновления. Если я этим и займусь, то только когда появится больше свободного времени. Ну и вопрос настоящего HR от Дэниел Вайт. Кем представляешь себя через 10 лет? Честно говоря, не представляю. Я только успел научиться планировать на горизонт в 5 лет, как настал 2022 год. И сроки планирования сузились в лучшем случае до пары месяцев. Хочу через 10 лет быть живым, здоровым и не потерять себя. Переходим к вопросам, которые не вписались в общую хронологию. Даниэл Вайт спрашивает, какой свой проект ты бы хотел реализовать в своей, вероятно, имелось в виду реальной, жизни? Тут ответ зависит от того, что считать проектом. Внутри игры я не занимаюсь чем-то, что меня интересует в реальности, кроме, наверное, путешествий. Путешествую в реальности я активно, а остальные проекты вокруг игры я и так реализую, как, например, тот же бот. Стал Дима спрашивает, как мне аэронавтика, успел ли с ней поиграть и как мне ее оптимизация в сравнении с аналогами. Так как играю я мало, я успел лишь потыкать все базовые механики и начать очередное выживание. Но я активно слежу за видосами и стримами о ней. И пока по собственной практике и собранной информации выглядит так,
что и по оптимизации, и по количеству багов она получилась получше аддонов на базе Valkyrian Skies. Но, на мой взгляд, ее главное преимущество не в оптимизации, а в целостности опыта и качестве, с которым механики вписаны в ванильный Mine и Create. Одно дело создать просто работающий мод, реализующий идею, что технически сложно, но не столь креативно. А другое — сделать так, чтобы ваш проект ощущался логичным развитием игры и с уважением относился к сложившимся в ней годами механикам. Айбулат Рахимов задает вопрос, для ответа на который требуется целый отдельный ролик. Не мог бы ты рассказать про поколение модов в ключевых аспектах и дать прогноз на будущее? И это действительно интересная тема для изучения, собственно, учитывая, сколько лет развития мод-сцены я пропустил. Технически у меня есть все необходимое для подобного исследования, но найду ли я время, увидим в будущем. Что думаешь о системе дропов и вообще о последних апдейтах для майна? Спрашивает Михасик Карасик. Я понимаю негатив в сообществе, которое они вызывают. Ведь сначала нас годами приучали к маркетинговому празднику с большими обновлениями, а при 3-месячном цикле разработки масштабного тематического обновления просто не получается. Но с другой стороны, я вижу и плюсы. Ведь многие годы игра разрабатывалась как лоскутное одеяло. Старые биомы, мобы, механики смотрелись вырвиглазно на фоне свежедобавленных. А оптимизация становилась только хуже. И сейчас все это постепенно дорабатывается и подтягивается до современного уровня. Убираются искусственные усложнения, которые добавлялись в ранние годы разработки скорее для того, чтобы хоть как-то растянуть игру, а не потому, что это имело смысл в рамках создаваемой игровой вселенной. И, наконец, исследование мира больше не ощущается как боль в заднице, из-за чего многие отказывались путешествовать, заземлялись на одном месте, а переезд в одиночной игре был задачей со звездочкой. Теперь можно сколько угодно бегать по миру, не бросая добытый лут, потому что инвентарь забился раньше, чем вы нашли место для своей первой базы. И можно уходить сколь угодно далеко, не боясь заблудиться, даже без вспомогательных модов, что, на мой взгляд, неимоверно важно в игре с процедурной генерацией практически бесконечного мира. А по части добавляемых механик и контента, на мой вкус, одни серные кубы сейчас реиграбельнее и больше раскрывают креативность игроков, чем весь Hytale в его текущем состоянии. Понимаю, что прозвучу как старый дед, но Mine никогда не был игрой про бесконечно добавляющийся контент, который должен развлекать игроков. Здесь всегда надо было искать занятия самому, а количество комбинаций и взаимодействий между механиками давало простор для творчества. И если кому-то скучно в этой игре, она просто не для него. И Касс спрашивает, какие у меня предположения относительно удаления системы Peer-to-Peer в 26.2. Я практически уверен, что это связано с безопасностью. Прямая связь между компьютерами игроков раскрывает IP участников. И в современном мире, где любой школьник может организовать DOS-атаку, это чревато. Потому функцию надо спроектировать таким образом, чтобы подобные данные, если и раскрывались, то только под полным контролем и с полного согласия игрока. Похоже, команда разработки еще не придумала, как это сделать таким образом, чтобы сохранить удобство. Задача вроде не rocket science, так что ждем возвращения в будущих апдейтах. Также Иккас спрашивал, как технически устроен Vulkan мод и чем он отличается от того, что намерены сделать Mojang. Глубокого ответа без исследования дать не могу, но базово объясню так. Vulkan мод пересаживает имеющийся в игре код на рельсы вулкана и добавляет кучу оптимизаций поверх, в то время как Mojang решают задачу отделения графического API от слоя рендеринга в игре. Таким образом, чтобы и моды, и будущие доработки опирались именно на этот слой рендеринга, а не лезли на низкий уровень, что вызывало проблемы. Фокси в шутку спрашивает: «Квилт лучший?» А я в шутку отвечу: «Конечно!» «Какой мод для тебя особенный?» Задает вопрос Дэниел Вайт. И мне невероятно сложно ответить, ведь практически каждый мод, который я добавляю в свои сборки, для меня важен. Но, наверное, выделю Towncraft. В то время большинство богатых механиками модов не парилось над визуальной частью, а Town лично для меня стал первым модом, который подкреплял свои богатые механики качественным визуалом, отчего играть было еще приятнее и интереснее. Закончу, пожалуй, на более личных вопросах, не связанных с Майнкрафтом. Феликс просит рассказать о переломном моменте в моей жизни. Я много думал над этим вопросом, ведь таких моментов было немало, и все они кажутся невероятно важными. Постараюсь выделить один. В старшей школе я совершенно не знал, чего хочу, и был уверен, что останусь жить и работать в своем родном городке. Помню даже, как спорил с одноклассницей, которая рвалась скорее переехать в Москву. Но в какой-то момент, то ли к концу 11 класса, то ли уже после переезда в общежитие, мое восприятие резко поменялось, и мне захотелось двигаться дальше и увидеть как можно больше. Вопрос от Сиву Башня. Что хотел бы изменить в мире или своей жизни прямо сейчас? Я бы хотел, чтобы люди концентрировались больше на том, что между ними общего. Чиз спрашивает:
Расскажи о любимой музыке. Когда-то я был чистейшим металлхедом, ходил в черном, цепях и берцах, с волосами ниже лопаток, и отрицал любые другие жанры музыки. Но постепенно юношеский максимализм прошел, и я разобрался в себе. По сути, у меня есть два любимых направления в музыке. Это любая агрессивная, будь то металл, дабстеп, фонк или что-то другое. Она помогает мне выплеснуть эмоции и концентрироваться. И музыка с идиотскими текстами, вроде Бау, Пневмослона, Электрослабости, Neverlove и чего-то подобного. Но я могу и ambient типа Дилларда на фон поставить и кайфовать. Гаст Берсеркович спрашивает, люблю ли я тыквенный сок? Люблю томатный, с сельдереем и секретным ингредиентом. Ну и самый важный вопрос от RWP1. 6-7 или 7-8? 6-7, пацаны. Огромное спасибо, что выслушали мою историю и за все присланные вопросы. Я очень ценю каждого из вас и благодарен за ваши комментарии и поддержку. Всех обнял.